Всем привет, с вами Спектр Эрик, и мы продолжаем проходить Xenoblade Chronicles 2. Глава 6. Рана. Пробуждение Джина. Видимо, его воспоминания. You little scamp. Do you know how much the core you took was worth? I stole it from the castle. 3 years it took me to get it. And now... Please! She's barely 10 years old! Silence! Stay out of it! Десятилетняя Лора. It'll be as good as new. You brought this on yourself. Активировала Джина. Специально или случайно ее отец пытался ее за это убить. From now on, I'll protect you. Теперь я буду защищать тебя. I'll keep you safe. Always. My name is Jin. What's yours? Laura. Так, они впервые встретились. И он обещал ее всегда защищать. You all right? I've been through worse. I can handle it. Jin, I swear I'll make your dream come true. So stop putting yourself at risk. There's still time. Is that Неужели он your хочет dream too? каким-то образом оживить Лору? Или зачем это What все? are we? Или in это the обычная end? месть? This hunger I feel, this thirst, is it really my own? Or is it someone else's? Sometimes I can't tell. Tell me, Jin, are you really here? I don't know where I really am. You're starting to sound like a human. Oh yeah? Минутка Perhaps экзистенциальной we're not so different неопределенности. after all. Humans and blades. Появление Индола должно было предотвратить войну между Морардейном и Ураей. Как минимум, засадив их за стол переговоров. Две враждующие нации встретились на нейтральной территории, чтобы хоть как-то попытаться выйти из этой ситуации. Император Найл и королева Ураи. Хорошо, как эти рыбы летают? A tribunal, it looks like. Praetor on Malthus is here in person. And who's going to argue with the praetor? Does he have any clue how many men we lost? If those Ardanians get away with this, architect, damn it. Quit your grumbling, mate. All this is way beyond our pay grade. You got that right. We're all just faceless cannon fodder to the bigwigs. CO says jump, we jump.
Я даже не знаю, как это прокомментировать правильно. Они понимают, что происходит. То, что им скажут, то они и будут делать. Мы можем теперь отправиться туда, где будет проводиться непосредственно этот саммит. Так, у Пайра там что-то прокачалось. From power, hope. Так, а что у нее здесь вообще? Что здесь надо? Пересы в гармоте. Кстати, мы можем их пойти вырубить. Морардейне, тут непонятно. Любимые напитки. Любимых напитков ей дать. И готовить еду. Там, по-моему, фиски был у нее любимым напитком. Нет? Джус, ну-ка. this makes me Нет, он из... Или этот. having this. Как-то ничего из этого, я смотрю, у нее не откликается. В принципе, если мы можем попробовать. Вот он. Generosity. Правильно? Не Рекс мне нужен, нет. Да, вот этот вот Generosity. Так, это 2, 3 и 4. Вот, хорошо. I'm not done polishing my skills yet. Вообще имеет смысл, да, пойти 6 пересов убить и вот этих вот 5 штук. Просто чтобы Пайра тоже была дееспособной. А то в какой-то момент танк Тора будет явно... А, вот мы можем еще вот так и сделать. Будет дамажить огнем сильнее, чем атакующий огненный Блейд. Так, значит, Феррисов мы помним, где Феррисы. А здесь нужны... Бафы. Угу. Да, я думаю, сейчас я схожу быстренько ей все это дело прокачаю. Просто чтобы был во всем этом какой-то смысл. И оставим это за кадром. И после этого сразу же вернемся к продолжению сюжета. В ходе наших исследований я тут обнаружил, что мы можем открыть 3-й уровень для Азами, если отправим ее в миссию для наемников, а потом отправимся в порт Фонса Мимы и пройдем личный квест Азами. Как только у нас следующий кто-то вернется, мы сразу же это и сделаем. Со всеми остальными мы более-менее разобрались, поубивали тех, кого следовало поубивать. А собственно и вот, смотрите-ка. Этот товарищ вернулся. Значит, мы можем сейчас отправить Азами и отправиться сразу следом за ней. Wow, my powers. Как раз откроем ей 3-й уровень способностей. Так, это в Урае. Вот в этот квест надо отправить Азами. Вот она. You're sending me off? And for this? Отправляйся. We are the Ну, вот мы отпустим ее из команды ради этого. И теперь сразу отправляемся следом за ней. Вот сюда. И здесь должен будет начаться ее личный квест, если я правильно понимаю, как это работает все. That was a slog. Let us go. Оно это или не оно? Да, это вот она. Они считают, что Азами это ведьма, которая потопила их корабль. И даже разговаривать никто не стал и не захотел.
Она действительно потопила этот корабль. Может, он выглядел подозрительно. Она потопила их корабль, потому что ей было одиноко. Она такая легкая яндера. Вот, теперь, собственно, мы получили этот квест. И можем сходить его сделать. Так, а она вообще как бы вернулась? Да, слушайте, она, то, что мы сходили и встретили ее, и она благополучно вернулась в команду. Так, здесь нам нужно отправить 3 Yes, I мужчин withdraw. и I'll support you in водицу. every way. Так. Вот так. Инфоколлектор. Коллекционер информации, вот так. Ой, а давайте Горб будет главным. Он такой эффектный весь. Кстати, о Блейдах. Мы давно не проверяли коллекцию. У нас их аж 3. Кстати, Зик, как новый член команды, пусть крутит первый его. С другой стороны, ему, наверное, все надо покрутить, чтобы, если что, мы могли ему в руки кого-нибудь подсунуть. Мало ли нам понадобится эффект на окружающую среду дополнительный. Вот собачку он вытащил. Чё, Зик? Все, кто приходит, должны вытянуть нормальный блейд. Где твои нормальные блейды, Зик? Нету. Текс. Нам надо отправиться в великую взрывную дырку. Осталось понять, а где это вообще. Что насчет, я не знаю, направлений? Так, кстати, а мы добавили вообще занятых в команду? Может, поэтому мы и не видим направления? Мы ее не добавили. Вот, Азами обратно. Так. Вот, смотрите, сразу направление нарисовалось. Куда-то на 1000 вниз. В голову. Да, смотрите, вон оно. Вот сюда ему надо. Окей. Let's get going. Ой, да нет. А, ладно, мы живы. Оп, сундук. Прелести какие. Мелочь тут всякая бродит. Вы никто, вы все никто. Вы со мной, вы мне даже не ровня. И... Ага. О, мы пришли. И удобно на таких сапожках ходить? All of you, come on. We haven't got all day to spend on this. Azami seemed very excited for such simple mission. Nah, I'm sure she's just glad to have all her friends on board. I think so too. Everything is more fun when you can do it with those you care about, right? Вес про то, что вместе веселее. You did the surveillance from here. Yes, that's right. There couldn't be a better place for it. But there's practically nothing around here. Seems like an odd choice. Just watch. I'll survey the area now. Ей надо было исследовать эту локацию. Ой.
Улыбочка у нее, конечно, та еще. Two men over in this direction, picking flowers, working with an almost tireless determination. And there's another, some kind of scientist he's holed up in his room. Azami see that far away? That crazy talk! Even with telescope lens of Poppy, Tora still not see that far. You've been using your powers to track those 3 guys this whole time. Использовал свои способности, чтобы выследить людей. Yes. Originally, I had my eye on 4 suspicious individuals. But one of them recently, shall we say, saw reason, and now there are 3. What exactly is it that they're doing? It's difficult to tell, just watching from afar. All I can say right now is that they're making some substance from the flowers and then shipping it out of the country. Они что-то делают из цветов, а потом продают это в столицу. You can't identify the genus of flower? Sorry, I'm afraid I couldn't tell you. I don't know much about botany. All right. Hey, why don't we go up and ask them ourselves? Она хочет, чтобы мы туда пошли и сами у них спросили. All 3 of them? Yes, all 3. If we put the squeeze on them, I'm sure they'll be happy to tell us what flowers they're picking. Если мы их прижмем, они нам все расскажут. Not sure about this. I've grown so tired of all this watching and waiting. I want to finally have some fun with my cutie pie driver. Come on, let's go introduce ourselves. Ну, она точно Яндера. Слегка такая поехавшая. Так, окей. И теперь куда? Вот сюда. Не близко. Так, окей. Там, получается, наверное, надо будет спрыгнуть и плыть. Let us go. Или не спрыгивать. В любом случае, будем двигаться в эту сторону пока что. А там уже будем разбираться с направлениями по ходу дела. What have we here? Flora heals an aching soul. Цветочков заодно тоже пособираем. Они собирают, и мы собираем. Лишним не будет, это точно. Пока все идет как надо. И они, кстати, внизу. Вода, вода, вода. Да. Так, вот мы с ними на нужном уровне. Осталось добраться только. Отвали. Так, это мы уплываем от них. Сейчас, спокойно. Тут что? Куда-то не туда мы плывем, если честно. Карта. Мне нужна карта. А, мы промахнулись направлением. Надо вырулить из этого водоема и заплыть в соседний. Блин, нам какая-то фигня 74 уровня пираньи. Оно нам надо? Ты... А, ты еще и супербосс. Ну, виси, пожалуйста, там. Мы тебя трогать не будем.
В нашу сегодняшнюю программу это точно не входит. Хорошо, хоть как мы не устаем плавать, как в том же Геншине. Или в Зельде. Так вот просто будем брать и плавать. Вот, теперь мы точно плывем туда, куда надо. Я думаю, Митра вон даже удовольствие получает от этого. А, Тора ушами гребет. Смешно. А вот и, собственно, подозрительные ребята. Как-то им не понравились наши вопросы. Придется драться. Ванни. В чем твоя проблема? Что такое подозрительные ананасы? Мы сильнее тебя на 10 уровней. У тебя, в принципе, шансов не очень много. Да боже мой. Рекс, ты пробьешь его или что? О, они тоже хилятся умеют. Так, один в минусе. Так, никакого хила. Красиво. Все? Их тут всего двое было, а третий куда делся? А, мы можем сами исследовать эти цветы и разобраться, что это такое. Я понял, что нужно не вот во время этого боя порядок блейдов поменять. Чтобы Кора была первой и использовала свою первую способность, иначе мы так никогда ее не прокачаем. Так. Ага, чтобы это пройти, нам надо еще 4 ботаники. Прикол. Так. Хорошо. Азами мы ботанику расширить пока не можем по объективным причинам. У Драмарха она вкачанная. А где еще мне взять ее? У меня есть кто-то еще? Алло.
В общем, так получилось, что в момент выбора блейдов игра крашнулась. И квест Азами начался сначала, но прежде чем его заново весь сделать, я проверил. Нам не хватает блейдов, которые умеют в ботанику. Получается, у Рекса есть еще один, вместе с Азами это 2, и у Драмарха 2, надо 6. Больше ни у кого ботаники нету. Соответственно, выполнение этого квеста, к сожалению, нельзя продолжить выполнять до тех пор, пока мы не найдем блейды, которые умеют в ботанику. Поэтому все теперь находящие, все ядра, которые мы будем находить, будет Морок и Зик крутить до тех пор, пока каждый не соберет еще 2 ботанику, ну, хоть кто-нибудь из них. Поэтому мы смирились и отправляемся разбираться с ситуацией в Эндоле. И будем потихоньку собирать кристаллы, чтобы пройти этот квест дальше. Увы и ах. Кто бы мог подумать. Ну, на то это и глобальная JRPG, чтобы предоставлять большие сложности для прокачки. Это мы еще Блейда Зенобию не достали. У нее, чтобы прокачать хоть, каждая из ее способностей, каждый шарик — это убийство очередного супербосса. И вот там бы точно это все капитально затянулось. Поэтому Азами твой 3-й ранг способности откроет когда-нибудь попозже, когда мы найдем ботанику. А пока нас ждут на совещание с главами государств. Пришло время переговоров. Все подождут снаружи, а туда Морок и Митра направляются только как приглашенные участники. My deepest thanks to you for agreeing to this ceasefire, Queen Rakura, Emperor Nile. Королева Ракура. As I recall from the Assyrian treaty of 350 years ago, the Praetorium was to refrain from intervention in times of war. And yet here you are intervening. But I trust you have a suitable justification, Your Eminence. Naturally. But first, to ensure impartiality in these negotiations, may I present Nira Nira, еще и acting Нира chairman of the Argentum Trade присоединился, Guild. который, видимо, сменил бану Furthermore, representing the в этой Tantalese, должности. His Highness the Crown Prince Ozikairis Brunev Tantal will also be attending. The Crown Prince, the prodigal Prince of Tantal. Все представители всех наций собрались. Ну, от Гармота никого нет, потому что они провинция Мор-Ардейна. А и все. На Тантале никого, в Темперанте никого нету. Ух ты, Михаил и Патрока тоже здесь. Как они проникли в Эндол незамеченными? Good point. All the principal nations' heads gathered here. It'd make things easy later. Как они вообще туда так высоко залезли? О, Якос тоже тут. Прям полномасштабная операция у них. Even so. That isn't our only goal, remember? We must wait for the stage to be set. Is Jin serious about this? Yeah. I've been wondering that myself. Oh, he's serious. He always is. He will annihilate mankind, and then he will kill the architect. Цель Джина не просто уничтожить человечество, но еще и убить архитектора. Просто отцы и дети.
More Ardain has been accused of a unilateral breach of treaty in this matter. Emperor Nile, I open the floor to you. Is there anything you wish to say? While we are still conducting investigations into the cause, it cannot be denied that weaponry belonging to our forces was discharged against Uriah. Найл Regardless признает, of что any их possible оружие reason and стреляло по Урае. circumstance, we are prepared to offer recompense for this grave offense. So you want to settle this with money? We will provide any compensation deemed necessary. Perhaps I'm misunderstanding. To my ears, it sounds almost as if you mean to imply that the blame for these offences does not lie with your Majesty at all. We are investigating. I ask that we not draw any hasty conclusions. What need is there for investigation? I believe a cause has already been established. There are witnesses. And that would be? Как минимум Зиг. Или он решил не встревать? What a preposterous notion. The people you speak of are merely a terrorist group. How could they possibly command that measure of... It's the truth. I, Ozyclyrus, swear this in the name of King Eulogimenos Tantal. Can confirm ex-chairman Banner give these people some kind of supplies. Military supplies, methinks, and in great number, yes. But why would... What if I were to tell you that the Aegis Malos, who raised the world 5 centuries ago, was involved? Ridiculous. Everyone knows he disappeared in a blaze of flame. He's very much alive, believe me. That arsehole, I mean, the Aegis, has confronted us in person. And if my word is not enough for you... Вот они для чего Митру призвали. Как и Гиду. Как силу, с которой необходимо считаться. A blade? But that core crystal... This is another Aegis, named Mithra. Your Highness has heard of her, surely? So the rumors that reached us were true. Who is its driver? If you knew that, I dare say your surprise would be even greater. But that is not the matter we are here to discuss, Your Highness. This is a dire situation. Рекс и остальные там места, наверное, себе не находят. 6 часов они там уже общаются. Mitra's been in there for a long time now. We've just got to trust them. They're dealing with the leaders of whole nations. It's not like there's anything you or me can do to help. И она все это время так и I've стояла. noticed something about Malos. He's an Aegis, but you wouldn't know it from how he's fighting. I'm pretty sure he's damaged in some way. Митра уверена, что Малос поврежден и не может использовать всю мощь своей силы. Раны, которые она нанесла 500 лет назад, не зажили окончательно. Если он доберется до Элизиума, то он сможет себя выхилить полностью. Or worse still, Malos's goal is simple. He means to destroy humanity in its entirety. Why would anyone desire that? Perhaps he doesn't even need a reason. It seems to be a deep-seated drive. An instinct. As natural Возможно, as даже и breathing. не нужна причина, чтобы хотеть уничтожить человечество. Is my responsibility. Praetor Amalthus? Whatever do you mean? It was none other than I who awakened Malos
and unleashed him upon the world. So, Your Eminence, the rumor that you were once Malos's driver is... I never intended to obscure the truth. It is writ plain for all to see in history books. I was a fool. It was to prevent such foolishness that all passage to the World Tree was forbidden after the Aegis War. However, it has become apparent that the laws of men do not apply to Malos. The time may have come to lift that restriction. Можно пришло время убрать ограничения. Теперь мы сможем попасть в мировое дерево, если все получится. I appreciate this. Don't think you've earned my trust. But since Rex is going to Elysium, their paths are bound to cross. That's all. I'm surprised. You seem so devoted to the boy. It's for both our sakes. But you, Amalthus, who is it that you're living for? Простой вопрос, для чего ты живешь, и он не смог на это ответить. А уже утро. Долго же они заседали. Так, скоро будут похороны Фан. Нам надо пойти попрощаться с ней. Она отдала свою жизнь, помогая нам. Но почему же она не вернулась? Состояние ядра. Вот в чем вопрос на самом деле. Ее кристалл разбит, а она все еще сохраняет свою форму. I guess they did call her a goddess. The state funeral makes sense. Shouldn't you be with him? He's a boy. Best not to bother them at times like this. I expected you'd be more clingy. You really are different from her. Actually, letting him be was more her idea than mine. Really? Pirates? Get out. So wait, you're saying you want to go be clingy or what? I'll burn you. I kid. Sheesh. Не, так любит подкалывать людей вокруг. Рано или поздно ей по голове настучат. It's weird, though. What is? I mean, don't you think it's odd? Normally, if a blade or its driver dies, it'll just go back to being a core crystal. So why is Fan just dead? I did wonder the same thing. There's only one way I know for a dead blade to keep its physical form. Remember Minoth? I mean Cole. He was a flesh eater. Yeah. But Fan wasn't a flesh eater. Да, Фан не пожиратель плоти. What's that? That's the shape of Fan's core crystal. Вот такой формы было ее ядро раньше. Но сейчас это треугольник. Как будто половины нету. But this is different still. How is it different? If a blade shares its core with another, its shape changes in a uniform fashion. In our case, the center part went to Rex and the outer part to us. I don't know why that is, but it seems to be a rule. But Fan's isn't like that. У нее просто нету половины ядра. Значит, кто-то его забрал?
someone stole her core, doesn't it? А кто это мог сделать, кроме ее драйвера? По Мальтусу очень много вопросов. Что он сделал с половинкой ее ядра? Так, а Мальтус хочет с нами поговорить о том, как добраться до мирового дерева. Ну, раз он хочет, наконец, раскрыть все карты, нам ничего не остается, кроме как туда отправиться. И узнать таки правду. Не по себе мне в Индоле, вот как-то... Вот тут даже все стены давят на нас. И вроде создается впечатление святого места, а по факту оно ощущается каким-то грязным. Чего он делает с ядрами? My apologies. Did I keep you waiting? No, not really. What were you doing? I was cleansing the core crystal. Он очищал ядра. It markedly increases their resonance success rate. Это увеличивает шанс, Bonding что они the crystal carries срезонируют. certain risks, you understand. I know. When I became the driver of an Aegis, this power was awakened in me. Эта сила не пробудилась, как у драйвера эгиды. Значит, Рекс так может делать. Who knows? Different people are cut out for different things. Right, yeah. Now then, my work is done for the day. Come with me. A special envoy? To Tantal? Он хочет, чтобы мы отправились в Тантал. Correct. Behold. As a salvager, I imagine you are already aware, but this is Allrest, the world we currently inhabit. Вся карта We make our мира, home on Titans, moving in circles around the world tree. и титаны двигаются по кругу вокруг дерева. Lies the great void. И великая пустота This void рядом с came into деревом. being 500 years ago. It did not exist prior to that. So I've heard. It's in our way anyway. It stopped us reaching the world tree. The great void is carved from the cloud sea by a monstrous beast known as Ophion. Wait, you mean И эта that штука thing? появилась как раз из-за Офиона. Вот он. To be precise, it is an artifice, a servant of the Aegis. Это артефакт, Of Mithra? слуга эгиды. So that thing is Mithra's. Then what did it attack us for? Doesn't make sense. Ophion was felled in the ancient battle with Офион Malos. пал в древней битве с Малосом и потонул на дне. И, видимо, в нем что-то нарушилось, и он больше не слышит приказов Митра. This means someone must have revived it. Кто-то его оживил. And you're saying that someone was Zeke's home country, Tantal? И тот, кто это сделал, находится в родной стране Зика, Тантале. To ensure that none approach the world И выдал tree. ему одно единственное задание: They sought to никого не prevent a подпускать repeat к of the дереву. horrors of the Aegis War. So, an obstacle was created, the Great Void. Чтобы предотвратить события Великой войны Эгид. As I've said, mankind is regressing.
Only one artifact remains that can rescind Ophion's orders, and it lies in Tantal. Что нам нужен Омега-Феттер. Артефакт, который сможет пробиться сквозь Эфиона, сквозь его защиту, и снова начать отдавать ему приказы. Тогда он сможет убрать Великую Пустоту, и мы сможем добраться до дерева. I would ask you to reach Elysium before they do, and inform me of what you find there. Do it as a favor for a once foolish old man, and so that people may have a future in this dying world. Ну и Зик, естественно, нас сопроводит в Тантал. Ну, нам надо, видимо, не собраться, собрать вещи, отдохнуть и отправляться непосредственно в Тантал. Но это мы уже с вами сделаем в следующей серии. Спасибо, что вы были со мной. Надеюсь, увидимся когда-нибудь в ближайшее время. Пока-пока.